Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал создание над США новой системы ПРО «Золотой купол». По его словам, к проекту намерена присоединиться Канада. Тем временем в Китае уже заявили, что разработка системы противоракетной обороны якобы будет побуждать к новой гонке вооружений. Ранее Дональд Трамп подписал указ о создании системы ПРО с целью продвижения политики мира с позиции силы. Детальнее расскажет Кристина Домбровская. «Золотой купол – это то, чего мы хотим», заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 20 мая. Система, по его словам, обойдется Соединенным Штатам в 175 миллиардов долларов и будет введена в работу уже к концу его президентского срока, то есть через 4 года. Проект ПРО направлен на блокирование угроз со стороны Китая и России, а руководить программой будет генерал космических сил Соединенных Штатов Майкл Гетлейн, пояснил Дональд Трамп. При этом он добавил, что к проекту намерена также присоединиться Канада. Мы официально выбрали архитектуру для этой современной системы, которая развернет технологии следующего поколения на суше, на море и в космосе, включая датчики и перехватчики космического базирования. Этот проект «Золотого купола» будет интегрирован в существующий оборонный потенциал и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока. Таким образом, мы закончим строительство примерно через 3 года. «Золотой купол» будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света. Глава Белого дома пообещал закончить работу, которую начал 40 лет назад Рональд Рейган. В 1983 году президент-республиканец заявил о необходимости противодействовать ужасающей советской ракетной угрозе и объявил о создании стратегической оборонной инициативы. В американских СМИ программу называли «Звездными войнами». Впоследствии это привело к обострению отношений США и СССР. Однако спустя 10 лет программа была свернута. Уже теперь, по информации Reuters, новая система ПРО для США призвана создать сотни спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата ракет. Как пояснили аналитики, на реализацию проекта потребуются годы, поскольку противоречивая программа сталкивается как с политическим контролем, так и с неопределенностью финансирования. У нас уже есть некая национальная противоракетная оборона. Она базируется в основном на Аляске и в Калифорнии. Предназначена в первую очередь против северокорейской баллистической ракеты малой дальности и существует уже около 15 лет. И мы пытаемся модернизировать ее. Но что не поддается логике, так это вера в то, что действительно возможно обеспечить герметичную защиту всей страны от любых ракетных атак, включая атаки со стороны России или Китая. И если президент Трамп реализует эту мечту, она потребует триллионов долларов конечных расходов. И все равно, вероятно, не будет близка к идеальной защите. А вот в Китае обеспокоены проектом противоракетной обороны США «Золотой купол». Пекин призвал Вашингтон отказаться от его разработки. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин 21 мая. Она отметила, что разработка якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства, закрепленного в договоре о космосе, и может увеличить риски милитаризации космоса. План открыто призывает к значительному расширению боевых возможностей космического пространства. Китай серьезно обеспокоен этим. Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты как можно скорее отказаться от планов по разработке и развертыванию глобальной системы противоракетной обороны и предпринять конкретные действия по укреплению стратегического взаимного доверия между ведущими державами и сохранению глобальной стратегической стабильности. В конце января президент Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе и по созданию оборонной системы для защиты страны. Как сообщили американские СМИ, ссылаясь на военных чиновников США, уже в марте Вашингтон начал срочно разрабатывать систему ПРО «Золотой купол» против дальнобойных ракет. При этом в Белом доме отметили, что не будут жалеть средств для ее выполнения. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Эту тему будем обсуждать с нашим гостем. К нам уже присоединился Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Здравствуйте. Приветствую вас. Приветствую. Анатолий, а есть у вас понимание, что это за золотой купол? Попытки закрыть, как говорится, всю страну уже у США были. Чем особенный этот вариант и действительно, насколько реалистично его организовать за 3 года и в связке с какими странами?
Ну, давайте, наверное, начнем с названия. Любовь Трампа до всего золотого, то есть создает определенный ассоциативный ряд, так же, как и любовь Трампа к своей персоне. Давайте вспомним F-47 самолет и так далее. Поэтому тут нужно понимать, что на самом деле очень правильно сделано замечание относительно того, насколько он будет функционален. Потому что сейчас идет асимметричная война, и в принципе мы видим, что использование большого количества межконтинентальных баллистичных ракет или крылатых ракет не есть необходимым, потому что намного проще использовать малые дроны. Китай недавно представил большой самолет, который может нести большое количество дронов, который представляет большую угрозу, чем, допустим, баллистическая ракета, запущенная на расстоянии 12 тысяч километров, которая за полчаса пролетает это расстояние. Тут мы понимаем, что, в принципе, системы раннего предупреждения и быстрой реакции позволяют нам, имея то вооружение, которое есть в Соединенных Штатах, реагировать на такие действия. Возвращение в времена Рейгана, возвращение в времена холодной войны, но уже не с Россией, а с Китаем, это больше похоже на попытку Трампа вернуться в детство. И на мой взгляд, опять же, нужно понимать, что в принципе намного больше угроза от малых дронов. Мы видим, допустим, даже Иран сейчас разработал авианесущий крейсер, который несет непосредственно дроны, поэтому тут немножко другие угрозы, и говорить про защиту от межконтинентальных баллистичных ракет, либо же от крылатых ракет, на мой взгляд, неправильно, потому что та система, которая есть в Соединенных Штатах, она вполне закрывает необходимые потребности. Да, она, возможно, необходима ее модернизация в условиях того, что сейчас происходит, но тем не менее, опять же, повторюсь, что это не есть тем направлением, куда нужно двигаться. Анатолий, скажите, тогда возникает вопрос, а тогда зачем? Просто вот всех напугать, как бы рассказать, что вот смотрите, мы можем, и, соответственно, в этом плане можно рассчитывать на то, что и другие, якобы, государства, которые претендуют на какое-то минимальное или мировое господство, да, или на часть, скажем так, планеты, для того, чтобы, реально претендовать на то, чтобы выйти с Соединенными Штатами Америки вот в такую определенную гонку. Вот для этого тогда это все, по вашему мнению? Трамп во время предвыборной кампании сказал, что он хочет сделать Америку великой опять. То есть и он возвращается к тем же своим детским ощущениям, юношеским ощущениям, когда Америка была основным лидером, которая воевала с тогдашним Советским Союзом и развалила его, которая имела ядерную программу, которая имела космическую программу, «Звездные войны». Все это лишь, на мой взгляд, психологические проблемы, которые связаны, так же, как и у некоторых любителей Советского Союза, с попыткой вернуть свое юношество, свое детство. Никак не связано с какими-либо стратегическими видами. Давайте вспомним, что после прихода Трампа к власти он расформировал один из очень важных аналитических департаментов, который анализировал все происходящее в мире и давал прогноз на 20 лет. Тобто мы говорим про то, что он хочет создать средства защиты, но при этом уничтожает какую-либо логичную архитектуру, узнать, есть ли на самом деле угроза со стороны какой-либо страны. А почему обеспокоились так Китай? Что его волнует, по вашему мнению? Ну и также уже в России отреагировали на желание создать этот золотой купол. Вот Россия угрожает даже США асимметричным и действиями в ответ на попытку создания системы ПВО «Золотой купол». И в частности, депутат Госдумы Андрей Картополов сообщил, что Российская Федерация оставляет за собой право действовать согласно тем вызовам, которые ей бросают Соединенные Штаты. А заявление Вашингтона о наличии российского оружия в космосе отсылает отношения двух стран во времена Холодной войны, когда так называемые «Звездные войны» активно продвигал президент Рональд Рейган, о котором вы также вспоминали. Ну и, впрочем, ответа на вопрос, есть ли у России кинетическое оружие в космосе, Картополов так и не дал. Почему обеспокоены и что может противопоставить Российская Федерация, учитывая, что, давайте вспомним, в конце прошлого года, да, также обеспокоены были в США тем, что Россия и КНДР, да, Северная Корея, объединяются, и тоже какие-то у них планы на космос.
Ну, снова-таки, давайте начнем с того, что обеспокоенность в Соединенных Штатах не привела ни к чему. И мы видим улучшенную корейскую баллистику, мы видим улучшенную иранскую баллистику, которая прорывает защиту противоракетной системы Израиля, недавний удар в Бен-Гуриона. Поэтому тут больше отсылка к вопросам, когда Америка была большой и великою, но при этом же давайте скажем про то, что в принципе Россия имеет у себя систему против межконтинентальных баллистических ракет «Амур», и вот по поводу наличия качественного технической возможности Российской Федерации, система «Амур» предусматривает перехват целей поза атмосферы, но при этом перехват не происходит в больших случаях кинетический, перехват происходит за счет того, что там ядерная боеголовка, которая ударной силой уничтожает какой-либо воздушный объект. Недавно Россия презентовала одну из модификаций данной системы насчет того, что она будет сбивать спутники какие-либо, которые находятся на территории Российской Федерации. Поэтому я думаю, что тут попытка просто вернуться к тем проблемам, которые были во время распада Советского Союза, во время президентства Рейгана и во время так званых звездных гонок, и не больше. Но в данной ситуации я бы больше обращал внимание на действия Китая и Соединенных Штатов, чем Российской Федерации, потому что в данной роли, если уже говорить тогда как в отсылке в истории, то Китай — это тот Советский Союз, который был на тот момент. Анатолий, ну а реально, как вы считаете, а будем ли мы наблюдать вот эту определенную гонку вооружений? Да, вот как вам видится этот процесс? Поскольку, как мы понимаем, так или иначе, но есть, да, прогнозы или ожидания, что действительно мы можем быть в преддверии такой череды разных конфликтов. Да, кто-то говорит о том, что вот не за горами какая-то Третья мировая война, кто-то уже упоминает о том, что она определенным образом уже происходит. Именно поэтому мы будем смотреть на то, что и Российская Федерация, и тот же Китай, соответственно, они будут пытаться наращивать свой оборонно-промышленный комплекс. Ну и тут Трамп выходит с этим золотым куполом. Бездействие ряда европейских стран и Америки привело к тому, что мировая архитектура нарушена. То есть Россия свободно может зайти в какое-либо государство, начать боевые действия, причем выдавая это за какие-то там под пропагандистскими лозунгами попытку защитить себя. Мы видим объединение Ирана, Кореи, Северной Кореи, России, технологическое объединение. Тут нужно понять, что Иран и Корея долгое время хотят получить ядерное вооружение, а Россия есть владельцем ядерного вооружения и ядерных технологий. Поэтому куда смотрел Запад, когда начиналась эта война, есть очень много вопросов. Но тем не менее нужно на самом деле понимать, что большое количество государств сейчас активно увеличивает бюджет на оборонную программу. Мы это видим в Европе, активно поднимаются вопросы насчет своих возможностей создания новых направлений по военной технике. Поэтому, безусловно, происходит милитаризация всего мира, и это большая проблема на самом деле, потому что те силы, которые сейчас тратятся на создание сложного вооружения, должны были бы тратиться на более приоритетные вопросы, с которыми мы за последнее время столкнулись из-за большой и экологические проблемы, и со здоровьем. Давайте вспомним недавний ковидный год с лишним. Поэтому тут есть много других вопросов. Но миру легче воевать. И мы это видим, но почему в начале этого не видели даже те же самые Соединенные Штаты, но это остается вопросом, я думаю, что еще долго будет оставаться вопросом. И вот действительно использование космического пространства для фактического размещения ракет, перехватчиков – это новый виток развития оборонной индустрии. Об этом заявил Эндрю Редди, профессор по исследованиям при Калифорнийском университете. По его словам, первые такие попытки были еще во времена Холодной войны, но сейчас, учитывая современные технологии, речь идет о серьезном прорыве в этом вопросе. Тем более, что такие страны, как США, Китай и Россия, уже давно используют космос не только для
для исследований, но и в военных целях. Объясните, пожалуйста, на каком сейчас планета Земля этапе касательно связи с космосом? Мы так понимаем, что теперь кто владеет технологиями в космосе, тот, в принципе, всем может владеть, получается, на Земле и контролировать вот эту связь. Объясните, пожалуйста, и в военном плане, ну и, конечно же, тоже важных стратегических объектов, насколько они зависят от тех же спутников и так далее. Ну, на самом деле космос позволяет сократить расстояние для достижения целей некоторых. Опять же, нужно не забывать, что космос — это большое количество спутников, которые позволяют получать разведывательную информацию, либо какую-либо другую информацию. Снова-таки давайте вернемся к тому, что недавно Россия заявляла о попытке модернизации системы АМУР для того, чтобы перехватывать вражеские спутники. То есть, в принципе, работа ведется, и с точки зрения создания вооружения, которое будет работать с Земли по спутникам и непосредственно по спутникам, которые могли бы работать как средство придушения возможностей других спутников, потому что есть уже спутники, которые используют средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют придушивать, скажем, джамить спутники противника для того, чтобы он не мог получать либо разведывательную, либо другую какую-то информацию, либо обеспечивать связь на определенных объектах на Земле. Поэтому тут на самом деле космос есть еще одним воздушным пространством, которое может быть использовано для ведения боевых действий. С учетом, снова-таки, технологических возможностей сейчас, это дает большие возможности, большие перспективы и расширяет вооружение, которое может быть использовано. Снова-таки вернемся к тому, что будь какая-либо война, большая война приводит к тому появлению новых видов вооружения. Война России с Украиной. Мы получили большое количество роботизированной техники, и, соответственно, я думаю, что следующий этап — это создание космических оборонных систем, либо космических систем подавления, либо космических систем поражения. Скажите, Анатолий, у нас буквально там 1,5 минутки, но все же, да, до этого в НАТО высказывали такое предположение, опасение, что Россия, да, может в дальнейшем развивать свои планы по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Да, как вы оцените потенциал вот этой истории и, возможно, этой угрозы? Я больше расцениваю потенциал у Китая разместить ядерное вооружение в космосе, нежели у России. Потому что Россия все-таки технологично, она повторяет все то, что может украсть, либо же скопировать. Большое количество дронов или большое количество технологий, которые используются сейчас на линии боевых столкновений со стороны Российской Федерации, это все, что скопировано у нас. Поэтому тут я бы не рассматривал Россию как основного игрока. Самый основной игрок, на мой взгляд, это все-таки остается Китай сейчас. А КНДР, какими технологиями может делиться Российская Федерация с этой страной? И насколько интересно Китаю, что в Северной Корее могут появляться некие космические технологии? Анатолий, у нас буквально меньше минутки, да, поскольку в 9 часов у нас традиционная минута молчания. Тут нужно понять, что если мы говорим о дополнительных странах или Кореи, либо тот же Иран, это просто очередные очаги зла, которыми может манипулировать Китай либо Российская Федерация. То есть это создание большего количества угрозы, чем, допустим, просто имея один Китай. Спасибо вам большое, Анатолий, за то, что нашли время для нас. Я уже напомню нашим зрителям. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, был с нами на связи.